Следите ли вы за автоновинками на мировом рынке? В курсе ли вы, что General Motors выпустил новую линейку двигателей, которую уже назвали прорывной? Смотрите видео до конца, и вы узнаете, почему эта американская компания уже несколько лет занимает ведущие места на автомобильном рынке. Вы готовы? Тогда переключаемся на четвертую и погнали! История General Motors насчитывает почти 80 лет. До мирового финансового кризиса в 2008 году концерн считался крупнейшим в мире. Позднее, в 2014 году, по итогам продаж автомобилей и комплектующих к ним, он занял третье место после японской Toyota и немецкого Volkswagen. На сегодняшний день филиалы General Motors открыты в 29 странах. Автомобили продаются в 192 странах. Штаб-квартира автоконцерна находится в американском Детройте. В 2023 году количество электромобилей начало снижаться. General Motors принял решение сократить их производство, но не отказываться совсем. В первую очередь, снижение продаж, по оценкам экспертов, было связано с ошибочными расчетами прибыли. Также пошла речь и об экологии. Специалисты автоконцерна начали разработку технологий по снижению выбросов, а также планируется ввести в эксплуатацию гибридные технологии для местного автопрома. Полноценный переход на электромобили General Motors планирует к 2035 году. Точных сроков по вводу гибридных моделей в автоконцерне не назвали, озвучив лишь конечный срок. Сейчас компания делает ставку на соблюдение строгих правил по экономии и уровню выбросов. Хотя стратегия изменилась, General Motors оптимистично смотрит в будущее, делая ставку на получение прибыли от 12 до 14 миллиардов долларов. В 2023 году прибыль составила 12,5 миллиардов долларов. Какие бы ни были проблемы, General Motors активно производит коммерческие двигатели, грузовики и внедорожники. Смотрите далее, и вы узнаете, какие двигатели производства автоконцерна General Motors стабильно занимают первые места на мировом рынке, от базовых до ультрасовременных. В семействе двигателей High Feature, одна из последних моделей марки LFI, производится с 2017 года и устанавливается на полноразмерный кроссовер Chevrolet Traverse и аналогичный Buick Enclave. Объем алюминиевого шестицилиндрового двигателя составляет 3,6 литра. В отличие от предыдущих моделей, имеет впускной коллектор и систему старт-стоп. В качестве топлива используется бензин. Мощность 318 лошадиных сил. Расход бензина в условиях города 13 литров, за городом около 9 литров. На смешанной трассе 10 литров на 100 километров. Еще из характеристик можно выделить стальной коленчатый вал, шатуны из порошкового металла с примесями меди. Долговечность работы обеспечивается масляными распылителями, что не позволяет двигателю нагреваться и увеличивает его мощность. Головки цилиндров и впускное отверстие имеют обновленную конструкцию. Клапаны на впускном отверстии больше, чем на старых моделях. Воздух сильнее втягивается в камеру сгорания, что снижает вредные выбросы. Прямой впрыск топлива переместился ближе к точке воспламенения. Оно полностью сгорает, снижается температура, количество выбросов также становится меньше на 25%. Конструкция двигателя также позволяет использовать газ-этанол марки E85. Смотрите далее, и вы узнаете, почему новая топливная система лучше старых двух. Еще один двигатель, на который стоит обратить внимание, производится в филиале в Мексике с 2022 года, на который стоит обратить внимание. Конфигурация мотора LSD. Его конфигурация специально разработана для рестайлинговых моделей кроссоверов GMC Terrain 2 и Chevrolet Equinox 3. Самое главное отличие двигателя состоит в новой топливной системе, которая позволяет значительно снизить расход бензина, независимо от трассы. В условиях города потребуется почти 9 литров бензина, на загородной трассе – около 7, в смешанных условиях – примерно 8 литров на 100 километров. Объем моторного масла составляет 5 литров, для переднеприводных моделей – 4 литра.
Рекомендуется использовать масло марки 5W30. Бензиновый двигатель выпускается объемом 1500 кубических сантиметров с топливной системой, которая обеспечивает непосредственный впрыск. Мотор обладает мощностью 175 лошадиных сил. Из новшеств также можно выделить наличие гидрокомпенсатов, двойного фазового регулятора типа VVT, турбонаддув, блок цилиндров AR4 и головка блока 16B сделаны из алюминия. Бесперебойная работа двигателя рассчитана на 250 тысяч километров. Отзывы автомобилистов в целом положительные. Жалобы идут только на незначительные косяки в электрике, которая имеет свойство глючить в самый неподходящий момент. А также на впускных клапанах могут образовываться отложения, что тоже, мягко говоря, не способствует слаженной работе мотора на протяжении длительного времени. Смотрите далее, и вы узнаете, почему Cadillac и Malibu традиционно выбирают двигатели General Motors. Третье поколение двигателей GM Ecotec пополнилось новым мотором конфигурации LSE в 2018 году и с тех пор устанавливается на такие модели, как Buick Regal, GMC Acadia, Cadillac XT6, Chevrolet Equinox и Malibu. В двигателе установлена новейшая система деактивации цилиндров Active Fuel Management, которая активно управляет движением топлива, задействуя все 8 цилиндров. И хотя многие автовладельцы признают ее несовершенство и дорогостоящий ремонт, никаких изменений в силовом агрегате пока не планируется. Что касается других технических характеристик, то объем бензинового двигателя составляет около 2 кубических сантиметров с топливной системой непосредственного впрыска. Мощность насчитывает 230-240 лошадиных сил с входным крутящимся элементом 350 ньютонов на метр. Диаметр цилиндра 83 мм, поршневой ход чуть более 92 мм. Объем моторного масла составляет 5 литров. Заливать рекомендуется марку 0W20. Расход бензина для Кадиллака насчитывает 11 литров и 200 мл на городской дороге. На загородной трассе можно потратить почти 8 литров, на смешанной – 9 с небольшим литров на 100 километров. Бесперебойно двигатель работает примерно 250 тысяч километров. Смотрите далее, и вы узнаете, почему Китай сегодня впереди планеты всей по количеству возможностей для роста, но не для General Motors. Китай продолжает бить рекорды привлекательности для мировых производителей автомобилей. Крупнейший автомобильный рынок этой азиатской страны перенасыщен предложениями глобальных и местных автоконцернов, которые в настоящее время сталкиваются с огромным избытком производственных мощностей. General Motors работает на китайском рынке с 1997 года и является лидирующей компанией, производящей машины в стране. Компания добилась успеха благодаря продажам своих брендов Buick, Cadillac и Chevrolet. Однако в 2023 году прибыль резко пошла на убыль. К началу 2024 года General Motors продолжал подсчитывать убытки и увольнять сотрудников в отделах, в том числе в исследовательском, связанных с китайским рынком. Компания сокращает мощности и меняет стратегию по продаже американских брендов в Китае. По словам главного директора, основной упор будет делаться на производстве премиальных моделей и автомобилей премиум-класса, которые будут импортировать из других стран. Руководство считает, что это поможет стабилизировать ситуацию и увеличить доходы на крупнейшем авторынке мира. Издательство Bloomberg приводит цитату генерального директора General Motors Мэри Барра. Если взглянуть на китайский рынок, он сильно изменился за последние 5 лет. Это рынок, на котором мы должны присутствовать соответственно нашим притязаниям. И я думаю, что это, по большей части, премиум-класс и элитный сегмент. При этом она не исключает никаких вариантов. Узкая линейка автомобилей вряд ли составит большую конкуренцию и принесет прибыль. По последним данным, акции компании General Motors выросли на 9% благодаря вводу на китайский рынок гибридных автомобилей.
Смотрите далее, и вы узнаете, как бороться за место под солнцем в условиях жесткой конкуренции и какие двигатели сегодня считаются лучшими по сравнению с General Motors. Мировой автопром не стоит на месте. Сегодня конкуренцию General Motors составляют немецкие и французские автоконцерны. Начну с обновленного BMW X5 xDrive 50e. В 2023 году компания BMW представила на авторынке обновленный электрокар X5 в рамках программы «Импульс жизненного цикла». На место xDrive 45e вышел новый xDrive 50e. Двигатель новой модели мощнее и составляет 483 лошадиные силы и 700 ньютон-метра. Опустим внешнее описание и уделим больше внимания силовым характеристикам. Как показывает практика, мощность шестицилиндрового двигателя B58 и электромотор выдают большие показатели, чем указаны в технических характеристиках. При полностью заряженной батарее X5 xDrive 50e выдавал в общей сложности 513 лошадиных сил и 736 ньютон-метров крутящего элемента. Представляете себе эти мощности? Однако такой расклад совсем не устроил производителей. И в итоге они создали трехлитровый двигатель с турбонаддувом. Мощность выросла до 588 лошадиных сил и 807 ньютон-метров. Тестирование скоростей и расхода топлива состоялся на неограниченном участке шоссейной дороги. Автомобиль выдал разгон от 100 до 200 км в час за почти 11 секунд. Серийная модель справилась хуже, набрав такую же скорость за примерно 13 секунд. Оба автомобиля имеют снаряженную массу 2420 килограммов, и с учетом того, что двигатель не сильно аэродинамичный, зарядки хватает надолго. Производитель заявляет, что во время испытаний он показал дальность хода 121 км 400 метров при емкости батареи 25,7 киловатт-часов. Смотрите далее, и вы узнаете, чем отличился еще один немецкий автоконцерн и почему его двигатель способен создать конкуренцию General Motors. Продолжает линейку конкурентов автоконцерн Ford. Его пикап F100 50 Raptor обладает двигателем 3,5 литра, мощностью 450 лошадиных сил и крутящимся элементом 691 ньютон-метр. Также Ford выпустил похожую модель F150 Tremor с меньшей мощностью мотора, которая составляет 400 лошадиных сил и 677 ньютон-метров. Такой же объем двигателя и у модели F150 PowerBoost. Также на моторе установлен турбонаддув. Мощность исчисляется 430 лошадиными силами и крутящимся элементов 772 ньютон-метра. Все три комплектации успешно прошли испытания и показали одинаковый временной интервал. При разгоне до 100 км он составил почти 6 секунд с погрешностью 0,2 секунды на финише. PowerBoost достиг финишной прямой на скорости 158 км в час. Raptor и Tremor финишировали со скоростью 148 км в час за 14 секунд и 156 км в час, соответственно. Смотрите далее, и вы узнаете, почему французы любят скорость и как они добиваются успехов на мировом автомобильном рынке. General Motors плотно сотрудничает с компанией Chevrolet, но не на всех моделях устанавливает свои двигатели. Достойную конкуренцию ему составил Chevrolet Corvette E-Ray, первый гибридный электрокар, а также первый полноприводный автомобиль серийной линейки. Это будет третий рестайлинг C8 Corvette после супермобилей Stingray и Z06. В отличие от последних моделей, Corvette E-Ray относится к классу высокоскоростных автомобилей, способных преодолевать огромные расстояния на междугородних и международных трассах. Любители путешествий его явно оценят, ведь легкий и устойчивый ход создаст комфорт во время долгой поездки. Несмотря на то, что аккумуляторная батарея и электродвигатель весят больше, общий вес автомобиля меньше кабриолета на 37 килограммов и составляет 1712 килограммов. Модель оснащена электродвигателем и 8-цилиндровым бензиновым мотором объемом 6,2 литра.
Заряд батареи составляет 1,9 кВт-часов и позволяет передавать на задние колеса мощность 160 лошадиных сил и крутящийся элемент 806 ньютон-метров. В итоге общая мощность двигателя составляет 655 лошадиных сил и 806 ньютон-метров крутящего элемента. Что касается разгона, то благодаря моментальному крутящему элементу и полноприводной трансмиссии Corvette E-Ray способен достигать скорость 100 км в час за 2,5 секунды. Друзья, это даже не автомобиль, это реактивный автосамолет. Еще один француз готов состязаться в мощности с General Motors. Концерн Porsche выпустил модель конфигурации 911-4S, обладающей мощностью двигателя 433 лошадиные силы. Японская Acura NSX могла бы потягаться в мощностях, если бы в 2022 году ее производство не прекратилось. А пока Chevrolet Corvette E-Ray твердо держит первенство самого мощного двигателя из ныне существующих. Конкуренцию ему может составить только гибридный автокар Porsche 911 Hybrid, который готовится к запуску в 2024 году. Несмотря на большую конкуренцию, General Motors продолжает лидировать в списке одного из самых быстро развивающихся автоконцернов мира. Сегодня это бренд, который держит марку качества много десятилетий, модернизируя двигатели и предлагая автолюбителям только самое лучшее. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Все удачи и легких дорог.